Мир вам! Продолжаем читать владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце Церкви». О чудесах в Церкви. Чудо — это то, что удивляет и поражает. Это событие чрезвычайное, выходящее из ряда вон, происходящее не по общим правилам. Чудо — это превышение пределов возможного и опровержение законов природы. Иными словами, все, что происходит согласно законам природы и имеет научное объяснение, чудом не является. Чудо над законами природы и даже противоположно им. В Ветхом Завете мы видим множество чудес, божественных явлений, дел. Но и в Новом Завете описывается премного чудес, совершенных прежде всего самим Господом нашим Иисусом Христом, который жил, благотворя и исцеляя. Но и потом Господь дал своим ученикам, а через них церкви и их наследникам, апостолам, возможность совершать чудеса. Сам Господь говорит, что эти чудеса последуют для тех, кто поверит. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Марка 16, 17, 20. Сам Господь пообещал тем, кто поверит в Него, что именем Его будут совершаться вещи удивительные и сверхъестественные, иначе говоря, опровергающие законы природы. Книга Деяний наполнена подобными знамениями, которые совершали апостолы в первой христианской церкви. Но и потом вся жизнь церкви до наших дней исполнена чудес. Это, конечно, свидетельствует о присутствии Святого Духа в церкви, свидетельствует о том, что наша церковь жива благодатью Духа Святого, что с нами Бог. Благодать пребывает с нами и совершает эти знамения. Они, конечно, не являются необходимыми для нашей веры, но однако же очевидно, что Господь дал их ради слабости и немощи человеческой как доказательство своей силы и благодати. Такие знамения и чудеса происходили во множестве, во все времена, совершаются они и в наши дни. Чудеса подтверждаются и заверяются церковью. Именно церковь ставит свою печать подлинности и неподлинности чуда. Церковь вовсе не стремится ослепить человека чудесами и не желает, чтобы наша вера опиралась на чудеса. Чудес происходит много, но они случаются не тогда, когда этого хотим и мы, но когда этого хочет Бог. Итак, как этого хочет Бог? Они никогда не происходят для того, чтобы что-то доказать или произвести впечатление. Все дела Божьи имеют причину, и причина — не что иное, как спасение человека. И где для спасения необходимо такое непосредственное присутствие Божие, там и совершаются чудеса. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Желаешь увидеть чудо? Хочешь увидеть чудо великое, явное и более славное, чем печь вавилонская, чем воскрешение сына вдовы и воскрешение Лазаря или насыщение 5000? Приди в церковь, и я покажу тебе великое чудо. Чудо, которое совершается всегда. Зайди в церковь, и ты увидишь, как в нее приходит волк, а выходит ягненок. Приходит человек, запачканный грехом, а выходит белый, как голубь. Заходит разбойник, а выходит насельник рая. Приходит блудница и блудный сын, а выходят целомудренные, облеченные в святость. В церковь заходит человек, плененный дьяволом, а выходит ставший жилищем Духа Святого. Входит человек рабом смерти, а выходит чадом воскресения и Царствия Вечного. Воистину,
Это и есть великое чудо Церкви, которое никогда не прекращается, потому что длится вовеки. Это великое чудо Христовой победы над смертью. Великое чудо победы Церкви над силами дьявола и смерти, которое длится вечно и не имеет конца. К этому чуду устремлена Церковь, и ему придает наибольшее значение. Это и есть истинное чудо, когда человек, смертный, слабый, сокрушенный, становится бессмертным, чадом Божиим, и царствует вместе с Богом в вечности. Святой Иоанн Златоуст говорит: хочешь увидеть чудо? Посмотри на целомудренного юношу. Посмотри сегодня на молодого человека, хранящего целомудрие, чистоту и девство. А таких у нас весьма много. Это более великое чудо, чем чудо об отроках в пещи огненной. Ведь что такое та печь в сравнении с доменной печью вызовов и искушений нашего времени? Разве не является чудом молодой человек, отказывающийся от поклонения наслаждениям и всем идолам, предлагаемым ему ныне миром? Мы ищем нашего воскресения от греха, ищем нашего исцеления и избавления от вечной смерти. Подлинно великое чудо спасения человека, и в Церкви постоянно совершается чудо. Каждый день в храмах причащаются тело и крови Христовых, и нет чуда больше этого, дарованного нам Господом. Человеческими руками совершается сверхъестественное таинство Евхаристии. О святом первомученике архидиаконе Стефане в Деяниях апостолов говорится, что он, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Деяния 6:8. Святые нашей Церкви благодатью, которую они имеют от Бога, подтверждают обещание, которое Бог дал своим ученикам, что именем Его будут творить чудеса и знамения. И до сих пор мы видим, как снова и снова проявляется действие Святого Духа, который опровергает законы природы и совершает чудеса. В Церкви всегда происходят чудеса. Только Бог имеет по естеству силу чудотворить. Святые и Богородица чудотворят по благодати силой, которую получили от Бога. В Священном Писании, кроме слова «чудо», используется слово «знамение». Знамение являет Бога. Чудо хорошо не столько потому, что оно кого-то исцеляет, сколько потому, что являет людям Бога. Наш взор обычно обращен на исцеление, а не на явление славы Божьей. А это самое великое в чуде. Каждый христианин имеет возможность просить о божественной благодати, о том, чтобы Господь совершил чудо. Но требуются и какие-то предпосылки. Первооснова — это вера в Бога. Когда человек верит, тогда он решительно ввергает себя в бездну милости Божией. Если будете иметь веру с горчичное зерно, сможете двигать горами. Матфея 17:20. Когда человек обретет смирение, тогда его посещает благодать Божья. Тогда рождается надежда на Бога, а человек вверяет все силе и благодати Божьей. Любовь ведет человека к избавлению и освобождению из плена человеческих невзгод. Человек любит Бога, не боится, а доверяет Ему, и все, что Божье, становится и Его. Все содействует ко благу. Святой Иоанн Златоуст говорит, подчеркивая необходимость здоровья души: «Не ищите чудес, но здоровье души. Не ищи увидеть воскрешение мертвого, ведь ты узнал, что вся вселенная воскресает. Не ищи увидеть исцеление слепого, но ищи, чтобы теперь все прозрели лучшее, полезнейшее прозрение».